Да сейчас. На, вот я стрелу. Да стрелу-то забери. Вот. Тихо! Ну, нормально. Почти в колено получается. Опять же, Skyrim. Канале, всем привет, с вами Бояра. Казнь 10-я, смерть первенца. Последняя казнь в нашем Rusty Lake Paradise. Поэтому не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. И поехали. Таймер не включил, таймер включил, все. Итак, это последняя казнь. Это что такое? Тотемчик. Капелька. О, хорошо. Блин, скорее всего, это опять надо будет сейчас зарисовывать, потому что предыдущая серия меня просто... Ой, ладно, все, понял, давайте рисовать. Итак, капелька и лягушка. Это у нас, получается, ну да, 2 тотема. Пошлите вглубь леса. Опять сова. Опять сова. Что тебе надо? Опять... О, перышко, окей. А будет? Нет, в этот раз не будет. Хорошо, я вижу тотемчик. Это муха. Муха. Так, дальше что у нас? Ну, пойдем сходим. Ой, здорово, мать. Здорово, курица. Тебя надо, судя по всему, чем-то накормить. Перышко, может? Нет, ну ее, короче, надо накормить чем-то. Тотем вижу... Это телец, получается, да? Корова. Корова. Угу. Ты что? Что ты хочешь? Что это? Раскраска опять очередная? В смысле? Ясно, непонятно. Опять же, ничего пока не понятно, но в самом начале всегда нужно сперва все натыкивать. Это личинки какие-то. Личинки. Окей, так, бабуля. Ага, здорово, бабуля. Тут надо пожарить яйцо у курицы, когда мы его, собственно, заберем. Ой. Это тотемы все. Окей, мы еще все не нашли, давайте. Это нужно расставить на карте, будут все тотемы. Сова какая-то. Ее тоже надо зарисовать. Ладно, пока ничего не... это, короче, тотемы. Смотри, что обозначает. Это тотемы, которые обозначают все эти казни, которые мы только что прошли. Да, здорово. Храм. Да, это получается... А что это получается? Рука? Руку не помню. Руку не помню. Это получается все казни. Вот это град. Это град. Лягушки были. Руку не помню. А чё за рука? Сразу все проверяю. Они новый храм, короче, отстроили. Ёперсте. Тут какие-то... На это разберемся. Сперва пробежимся по всему острову и поймем, что нам нужно. Они новый храм, короче, отстроили. Тот мы сломали градом с тобой из шара. А теперь у них новый есть храм. Храм, посвященный сове. Вот тебе, да-да-да. Да, не молчи. Дядька. Что, тебе стрелу надо, судя по всему, сделать. И ты будешь стрелять в брата? Ну и там же яблоко какое-нибудь надо. О, это кровавая луна. Это луна. Это предыдущая как раз серия, которая была. Хорошо. Так, вижу яблоко. Окей, кисточку, понял. Это стрелу надо сделать. Ей нужен наконечник. Ладно, ищем наконечник. Веревку вижу. Маску. Ага, понял. Надо будет теорию проверить, но я понял. Так, это саранча. В доме. Получается, в доме у нас саранча. Ну, окей, пока не знаю, для чего все это, но выглядит вполне... Ой, батя, здорово. Ты у нас тут шаманишь. Ночью озеро покажет свою истинную сущность. Приготовься. Glorious Day of the Lake. Священный день озера. Не понял? Так, все походу заново началось, да? Ну смотри, если мы стукаем...
Да, все, я понял. Смотри, с какой стороны, короче, косточек больше после удара, той рукой надо бить. А когда поровну, надо по центру ударять. Да, все правильно. Сейчас справа. Сейчас слева. Надо, видимо, все... Надо, видимо, все, чтобы это закачались, и тогда что-то произойдет. 4 и 4. Это одинаково. Тут больше. Ага, зуб. Заостренная кость. Ты сейчас будешь играть постоянно, да? Ну все. Все, батя шаман, батя тотемист. Окей, я понял, куда этот зуб надо деть. Это стрела. Отлично. Сейчас мы ее отдадим дяде. Дядя будет стрелять. Надо будет поставить яблоко на голову. Я, короче, смотрите, это, скорее всего, сестра держала в руке 3 цвета. Это, скорее всего, ее надо будет так раскрасить. То есть зеленая, белая, красная, белая, зеленая. Хорошо, это какая-то шаманская раскраска. Но тут все готовят, судя по всему, к какому-то ритуалу. На тебе, пожалуйста, стрелу. Давай только брата не убей. Брат, ты готов? Надеюсь, не я умру сегодня ночью. Я тоже надеюсь. Но, судя по всему, что дядя будет сейчас в тебя стрелять. А-ха-ха-ха! Жестко, извини. Ну да, у меня так себе с меткостью. Так, давай повыше, короче. Так, 2 раза было, давай 3 раза. Ну кто же виноват? Ну не Робин Гуд. А неудобно стрелять. Ой, все, хорош. Шляпу можешь забрать? А сейчас в яблоко надо, да, попасть? Ну да, ну брателло, ну смертельный номер. Да сейчас. На, вот я стрелу. Да стрелу-то забери, вот. Тихо! Ну, нормально. Почти в колено получается. Опять же, Skyrim. Страйдеры у нас уже были. Тут у нас стрела в колени. Окей, поднимай раз на 3 раза. Давай снова в яблочко. В яблочко давай стреляем. Неудобно, знаешь, целиться, потому что экран один здесь, а стрелять надо туда. Вот если бы, как-то, знаешь, вид со спины вы показали, было бы все намного проще и удобнее. Червячка отдадим сейчас курочке, потому что курочку надо было покормить. Все, пока все. Или тебе надо дать червячка? Будешь червячка? Стрелу? Веревку? Нет, хорошо. Хорошо. На, вот курочка тебе, пожалуйста, червячочка. Кушай. Давай яичко. Яичко мы сейчас пожарим у бабушки, а пока раскрасим вот эту мадаму, я уже понял. Так, как там было? Зеленая кисточка для этого. Зеленая. По центру красная. Как-то вот так вот. Ах, отлично, оно само закрашивается. Оно само закрашивается. Ну да. То есть, ну, игра помогает. Это радует, что игра помогает на самом деле. То есть, знаешь, не надо закрашивать все до миллиметра. Вот как было с Ван Гогом, когда мы ему ухо отрезали. Если ты не смотрел эту серию, обязательно посмотри. Свечку давай, хорошо. Это мы бабушке сейчас костерочек подожгем. Чтобы, собственно, приготовить яичко. Яичницу сейчас будем готовить. Да. А что, так можно было внезапно? Fried egg. Готовое яйцо, хорошо. Уточка. Так, зачем нам может быть цыпленок? Ну, в принципе, уже можно расставить. Мы уже везде были. Так, рука и град сверху. А что за рука? Что... Я не могу вспомнить, что за рука. Рука и град сверху. Я не могу вспомнить, что за рука. Лягушки и капелька снизу. Рука. Не помню я никакую руку. Но это кровавая река, это нашествие лягушек. Тут была муха. Луна у нас была вот, получается, здесь. Нет, там у нас саранча. Луна вот здесь. Тут вот саранча. Личинки у нас были перед домиком бабушки. Ну а здесь корова. Получается вот так. Ну да, получается вот так. И теперь нам нужно линейкой измерить расстояние, указанное на картине. Смотри, между капелькой и лягушкой. Между капелькой и лягушкой.
Получается, раз, два, три, четыре. Между капелькой и лягушкой 4. Давай запишем. Капелька, лягушка 4. И там какая-то буква. Была буква О. О. Буква О. Так, между личинкой, получается, и этой саранчой. Между личинкой и саранчой это вот как-то так. Раз, два, три, четыре, пять. Получается, 5 это у нас пятерочка, это у нас W. Пятерочка это W. И между Луной и Градом L буква. Оул, кстати, слово Оул это филин, вот он нарисован. Между Луной и Градом L. Так, между Луной и Градом. Вот как-то вот так получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Либо 9, либо 10. Хорошо, либо 9, либо в скобочках пишу 10. Это L. Это, короче, в колодце были. В колодце был такой пароль в этом. В храме в колодце был такой пароль, я помню. Там были и цифры, и буквы. Смотри. Да, вот смотри. О, это у нас получается 4. W это у нас пятерочка. Наоборот, только так. Да чтоб тебя. Ну прекращай. 4, 5 и L это у нас либо 9, либо 10. Давай сперва 9. Нет, значит 10. Да, окей. Ага! Подожди, этот храм... Веревку сюда надо. Вот, пока вот люблю такие серии, когда логично, все понятно, никаких проблем нету. Вот тут есть оул, вот смотри, о. Тут есть оул. Еще одна какая-то буква должна быть. Вот только что говорили про логику, и логика пропала резко. Резко пропала логика. Алло, куда, зачем? Пойдем куда-нибудь цыпленка. Короче, скорее всего, цыпленка надо отдать сове. Сейчас сове мы отдадим цыпленка, она нам скажет последнюю букву. Я не знаю, ну потому что 4 буквы. У нас было всего оул. Что? Что ты готова? В конце концов, все покажут свои истинные цвета. А тебе, может, утенка надо? Кисточку? Стрелу? Ладно. Где у нас сова была? Сова была вот здесь. Вот она. На. Давай только сразу проглотила и все, без крови. Да, вот так вот. Все, без крови, без всего. Комочек шерсти, да, это? А, она отрыгнула... Это птицы отрыгивают. Это она отрыгнула, получается, кости. Так, ну, в принципе, я понял. То есть символ к символу. Ага, тут еще, смотри, нарисовано. Откуда надо начинать. То есть вот это вот здесь. Вот так вот. Оул слово получается. Вот опять же, да? Видишь, оул, то есть филины, оул, совы, ёптать, совы. Совы, пароль совы, окей, хорошо, спасибо, сова. Спасибо, сова, за пароль сова. Совы, точнее, окей, ладно. Оул, так все правильно у меня. Так у меня все правильно было! Надо было просто нажать. Надо было просто нажать на один раз, и можно было к сове вообще тогда не ходить. То есть, получается, методом тыка можно было. Так, вижу третий глаз. Хорошо, Мистер Кролик, здорово.
Я не понял. Я серьезно не понял, я просто тыкал. Ага, ну это понятно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей. Это такие мини-мини-мини загадки, мини-игры с этими. Тебя надо тыкнуть? Нет, не надо. Получается, это мы маски собираем для ритуала. Видимо, всей семье надо будет выдать. Это олень, это батя. Я помню, батя был оленем. Не понял. А, понял. Короче, смотри. Это была у нас уже, по-моему, то ли в Бёзде, то ли где была у нас такая серия. Получается, нам нужно нажимать кнопку, которая... Ну, вот видишь, типа дорожка идет. То есть справа. Видишь, для нас, вот если мы повернемся, она получается справа. То есть мы нажимали право. Вот смотри, вот сейчас вот для нас она слева, тут справа, слева. В смысле? А, тут тоже справа. Так, давай заново, смотри, справа, лево, право, лево, право. Да подожди ты. Право, лево, право, лево. Слева, справа. Подожди. Справа. Справа, справа, справа. Ага, ну, логика ясна. Да, это батя по-любому, потому что он в видениях был в маске оленя. Ну и сам он олень, и козерогом он был в предыдущей серии. Ага, это... Блин, это, короче, сейф. Ладно. 4, 3... Так, ладно. 4, 3. Тут опять 3. Тут у нас 4. А, тоже 3. Так, 4, 3, 3, 3. И, скорее всего, снова 3. Да ты издеваешься! Раз, два, три, 4. 3. 3. 3. А, хорошо. Это этот голубь, да. Голубь, получается, олень. Это фазан, заяц. Но это из Растилейк отеля. Все наши гости и кабан, соответственно, да. То есть это, получается, у них какие-то тотемные животные. То есть мы за них поиграли, мы их все съели, конечно, с мистером Совой. Но, окей. Так. Ну, тут такая уже логика не работает. В смысле? Все, я понял. Это, короче, смотри. Правой мы натыкиваем ячейку, левой ее пробиваем. 4, 1. Сейчас 5 будет. И 6. Да, окей. Ну, не сложно. Во всяком случае, это хотя бы было понятно. Здравствуй, мама. Я утаила последнее воспоминание, последний элемент эликсира. А мы уже эликсир-то знаем, как делать. Мы в Рутсах сделали его. Такая картинка была у бабули. У бабули на камине, ой, на камине, на стене такая картина висела. То есть тут надо сову сделать. Нет, наоборот. Что-то какая-то грустная сова получилась. Так, подожди. Вот так. Да! А то это какая-то реально грустная сова получалась. Отлично. Уже так быстро? А, это была мама в маске совы. Вот в чем дело. А я думал, это Салли Фейс. Цветок, волосы, огонь, шелк,
Сердце. Что-то там не видно больше. My memories are the key, Мои воспоминания служат ключом не только к прошлому, but also to the future. но и к будущему. Спасибо, мам. А чё так быстро? Предыдущую серию я разгадывал 30, там, 45 минут, по-моему. А здесь заключительная серия такая легкая. Ну, блин, так неинтересно. Повернись и нырни, короче, в воды познания, она какие-то сказала. Музыка, кстати, изменилась. Не понял. А, мы ныряем глубже в колодец, получается. Вот кубики полетели, эти воспоминания. Ну, походу, все, конец. Мы где-то выплываем, что ли? Он, получается, занырнул в пещере. А, ну да, вот видишь, мы всплываем из озера. А брательник нас уже ждет. Час настал. Час настал чего? Вы меня сжечь опять хотите? Вы мамку уже сожгли, сейчас меня хотите сжечь? Ладно, пошли, что надо делать-то? А, тебе надо маску дать. Но ты, скорее всего, кролик. Угадал? Угадал, хорошо. Спасибо, мистер кролик. Так, ты у нас, ну, судя по цвету, вот так. Они по очереди, походу. Завалили, конечно, завалили! Не пускай, смотри, они меня прям целенаправленно ведут на костер. Бабуля? Час настал! Ну ты голубка, да? Я. Час настал! Вот они какие, знаешь, вот... На, вот семейка вот, а? Вот уж семейка, так семейка. Ну и батя, соответственно, олень. Ты готов встретиться со своей судьбой? Вообще-то нет. На самом деле я не готов. Я от этого специально сбежал, от этой судьбы, чтобы меня не сожгли. Мама меня вместо меня в жертву отдалась. А вы тут сейчас решили меня снова сжечь, да? Позвали меня такие через... Сколько там прошло, я не помню, 20 или 25 лет. Позвали обратно такие, накормили, напоили, спать уложили. А потом такие, хоба, и опять ритуал свой провернули. Получается так? Ну, получается так. Ну, что, ну, вот такая вот игра. Такая вот. Что поделать? А я догадываюсь, что сейчас будет. Да, они сожгут сейчас просто храм вместе со мной. Я вот даже не удивлен. Вот такая вот добрая семья. Вот можно я вот так вот сделаю? Добрейшая у меня, да, получается, очень добренькая такая семейка. И сейчас ничего нам не расскажет, ни развязки, ни показки, видимо, и все. Олени рога, шелк, цветок, волосы. Это какой-то мел. Сердце. Это ингредиенты этого эликсира бессмертия. Получается, металл, этот, медь, дерево, огонь, маска совы. А, или просто сова. То есть все это переплетается вместе и получается эликсир бессмертия. Это, кстати, я. Ой, или вот это, давайте. Пробил наш час. Райский остров воспрянет вновь. И Расти отель на фоне был. Поздравляем, вы прошли Расти Лейк Парадайз, вы заработали все достижения. История Ржавого озера продолжается, так что подписывайтесь на нас в социальных сетях и на нашу рассылку. Давай посмотрим достижения. Ой, как много достижений-то, оказывается, мы не нашли. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, очень много, короче. Но опять же, я как вот во всех частях Расти Лейка говорил, если
когда-нибудь видосы наберут 1 000 000 лайков, то мы обязательно пройдем на все достижения. Я покажу все достижения. То есть в Рутсах мы прошли секретную концовку. Это было не достижение, это просто секретная концовка, так сказать, 11 уровень был. Вот. А здесь, получается, ну, нет смысла второй раз перепроходить, чтобы чисто искать вот эти вот где-то кнопочки, тыкать, какие-то скрипты включать, чтобы ачивки получать. Не вижу смысла. Игрушка, как всегда, прикольная, как всегда, все в духе Расти Лейка, все довольно-таки туманно, смутно и, как говорится, весело и задорно, и было где подумать, и где посмеяться, и попугаться, и все такое. Ну, как всегда, 8 из 10 по моему боярам-мометру, и как-то так. Все, давайте, в следующей серии мы продолжим. Скорее всего, эта серия выйдет в понедельник. Сегодня воскресенье, я записываю сегодня. Вот, она, скорее всего, выйдет в понедельник, а со среды... Честно, я еще пока не придумал, либо это будет все-таки, да, Creepy Tale, либо это будет Самсара, мы продолжим историю, уж раз уж начали, условно, историю всего Расти Лейка, то мы ее продолжим, до конца дойдем, и там уже будем свои игрушечки другие играть. Так, быстренько чекаю, да, все нормально. Ой, как ярко, а вы опять молчите, вот только сейчас посмотрел, солнышко встало, вебку сразу засвечиваю. В общем... Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, комментируйте. Обязательно подписывайтесь на все соцсети, ссылочка внизу в описании есть. Также подписывайтесь на стрим-канал, там мы вместе играем, общаемся, знакомимся вживую. Пиши игрушечки в комментарии и пиши, что хорошо, что плохо, что можно лучше. Приводи обязательно друзей на канал, будет весело, будет задорно, будем общаться, играть вместе. С вами был, ребят, Бояра, конец Расти Лейк Парадайза, канале и пока-пока.